Всем привет! Значит, я выкладывал несколько видеороликов вот про этот двигатель. Это ЗМЗ 514 евро 2, головка стоит здесь евро 3. Вот. Значит, что? Он стучал и не могли найти проблему. Я выкладывал и на форум, и везде. Не знали, что случилось с ним, с этим двигателем. Вот, значит, у этого двигателя, как говорится, мозги все отключены, чтобы по воде кататься можно было. Вот, значит, здесь ни датчика нету, ничего нету. Вот чисто вот один провод вот сюда. Вот. Плюс тут минус. Значит, вот свечи выведены, это вот реле свечей накаливания. Значит, эти свечи, это что-то связано с подачей прыска, но он тоже не работает, потому что мозгов нету. Вот. И вот, это вот самый главный датчик. Это датчик насоса. Вот пришлось его вот так же вывести с кнопкой туда. Вот, кнопку мы, значит, поставили, все это самое. Вот, это самое. Все вроде бы ништяк. Сейчас я его заведу. Вот, сначала вы посмотрите, как до этого работал. Вот, посмотрите, как он работал. Потом скажете, как сейчас. Потом я уже покажу в дальнейшем видео, что было на самом деле. Вот. Никакие не шатуны, как мне сказали, говорит, и шатун, и палец, и чего только не могло тут стучать. Тут вообще, я даже такого и предположить, если честно, не мог. Вот. Так что как его. Сейчас я его поведу. Сначала тот послушаете, как работал, а потом этот послушаете. Так, пойдемте заводить этот двигатель теперь. Значит, вот, я вывел сюда вот такой тумблер на насос. Вот я его включаю, он у меня сразу же заработал. Свечи накаливания ни о чем. Вот, то есть, вот он, ага, вот накачал, но он не отключается. Будет работать постоянно. Вот. Так что вот. Вот он вот так вот работает. Работать стал намного мягче. Только вот здесь вот на турбине немножко пропускает. Турбина здесь не рабочая. Надо будет ее снять, там переделать выхлопную. Но факт то, что слышите сами, да, что работает намного тише. Двигатель приятней, ровно работает, едет он теперь хорошо, масло не кушает. Вот. Так что вот, глушить, кто не знает, на этих машинах, вот этот провод стянуть, если все, он будет работать. Он заглохнет сразу же. Вот. Но насос, как слышите, если слышите, он работает постоянно. Ладно, сейчас посмотрим, что будет, что было с этим двигателем. Вот я снял, короче, головку. Думали, стучит чего-то. Вот тут вот. Какой двигатель? Видите? Поршня шевелится. Вот сколько должен люфт быть этих поршней? Да сколько? 0,7, 0,7, да, лезет туда? Ну да, 0,8 уже полезет. Ну вот единица. Единица, да, щуп-то? Единица не лезет, да? 0,7 лезет, ёпты. Ну сейчас, подожди. Я проверил уже, ёпты. Ноль 9, 0,8. Так, это вот 0,7. Да, вот 0,7 залазит.
Это везде так, да? Хуй. Вот так вот, вот так вот. Сбоку, сбоку. Сбоку, да, тоже он залазит. Как разница стоит. Это сколько у тебя залезло? 0,8. 0,8 лезет, да? Ну, 0,7. 0,7. 0,7 залезло. Вот он на стук есть. Я видео сниму для ютуба. Обалдеть. А так-то вроде. И какая тут группа? Он написано. Так он оборванный. Да нихуя не оборванный, ёпта. Такой короткий, ёпта. Он такой короткий. Да. Написано, где поршневой палец. Один. Вон написано. Где один? А вот тут что? Вот один. Вон там. Хуя не видно, бля. Ни стрелок, ни хуя, бля. А вкладыш-то куда девал? Там лежит, нахуй. Внизу. Ну-ка, вкладыши какого размера? Точили, коленовал-то нет. Коленовал-то точили, ёптать. Он не номинал. 11.07, 514, что-то. Номинал, ёпта. А, номинал, вот значок-то стоит, Ну, номинала. да, не точно нихуя. Он не точенный. Можно вкладыши новые купить, да, поставить. Хотя у него и износа-то нету. 86-69 диаметр юбки, да? Угу. Обалдеть. Надо остальные вытаскивать. Ну, все нормально снялось. Ломать его не буду, нахуй. Оно нормальное. Нет, нормально, нормально. Да, вот тут видишь, блядь. Идёна мать. Задранный. А этот-то еще нет. Еще хороший. Так, головку поставили, поршня заменили. Сейчас будем затягивать. Потом посмотрим, как заведется. Затяжка болтов по бумажке. Да не по бумажке. А эти-то болты, которые на крышке-то, где они? Потом, да, притягиваются? Их на крышке нет вообще. А, их еще и нету? Я говорю, головка другая, ёпта. А. Обалдеть. Всю жизнь трубой тянули, а тут ключом динамометрическим. А сюда тоже лезет, да? Ну да. Вот сюда. Да, еще не установили. А, еще не установили. Надо второе сверло. Нахуя? А или так этим? По одной. Пиздец, вот чтобы, да, снять масляный этот датчик, надо снять ТНВД, ремни, генератор.
И потом только доберешься до масляного датчика. А чтобы снять радиатор, надо снять. О, Это тоже, да, все установил? все. Ну-ка, в тот-то лезет? Все лезет, ёпта. Ничего не сбилось? Там, блядь, 3 градуса допускается, ёпта. Все влезет. Ну, да. все лезет, все хорошо. Сейчас генератор поставим с МВД и ремни. Просто на видео поснимайте все. Сейчас, Вадик, подожди. Сейчас уже заведется. Подожди. Ну, уже схватывает. Твою мать, блядь. Так, давай еще крути. Отстраивает. Правильно, Ну как тихонько работает-то. Я тебе говорю, как дизель. Ладно, с вентилятора. ласточка, ёпта. Не ничего. И не включит. Вот мы примерно такое слышали звук-то. Ну, нормально, работающего. У связи его громче работает, чем этот. А? Да? Все вроде ничего не бежит, да? Надо поотворить немножко еще. Нет, глушитель не пропускает. Нет, пропускает немножко. Не глушитель даже, это турбина. Турбина пропускает. Знаешь где? На сварочном шве. Тут сварочный шов есть. Вот она и пропускает на этом сварочном шве. Нет, конечно, он вообще работает как регулирование. Смотри, рука мне еще пересосала. Как часы работают? Не пугай малышей. О! Шепки! Шепки! Не понял. Откни насос. На МВД защелкало. Слышь, что это МВД защелкало? Никакого стука. Все складывается. Так сколько можно сюда впаливать тебя, а? Все новое стоит. Вся поршневая новая. Пошливая, да, Да. конечно, пошливая, новая, да. А что, не новая, что Новая, ли? конечно, новая. И телефон. Ты ему расскажешь, он тебе как его снимать надо. А? Посмотри, подсекает, да, блядь? Нет. Нет, не
Холодный просто движок. Холодный, да? Как положено, да? Дура пошла снимать. А чего? Ну вот и все. А сегодня делов был поршень, блядь.